Я решил поменять это стекло, которое у меня было. Ну как стекло? Это поликарбонат толщиной там, не знаю, около 4-5 миллиметров, который на солнце, в общем-то, довольно быстро помутнел и перестал быть прозрачным. То есть это не царапины в основном, а именно помутнение, вызванное солнечным светом. В общем, будем менять это на настоящее стекло, чтобы улучшить обзорность. И новое стекло будет закрывать полностью переднюю часть вездехода, чтобы внутри было покомфортнее и можно было ездить в дождь. Прошу прощения за звук, но у нас тут уже 3 дня какой-то ураган. Все трясет, телепает. Поэтому приходится записывать как есть. Надеюсь, при монтаже я эти шумы смогу убрать. Я в первую очередь демонтировал стекло, которое было до этого. Нужно снять фонарь, который, скорее всего, будет упираться в новое стекло. Ну и, собственно, его не имеет смысла располагать за стеклом. Я, скорее всего, его переставлю куда-то вот на эту часть, наверное, либо придумаю другое какое-то место для него. И постараюсь, конечно, оставить зеркало заднего вида и колонку на своих местах, потому что они мне там на своих местах нравятся и нужны. Вот наш новый комплектик, состоящий из 2 частей. Здесь в основной коробке, в самой большой, находится непосредственно само стекло. И здесь комплект для омывания, дворничек и бачок. Смотрим содержимое первой коробки. Значит, здесь у нас был такой увесистый моторчик для привода дворника. Сам дворник. Прижимной механизм к нему. Рука, скажем так. Омывательный бачок. И какие-то инструкции будем смотреть. Я так понял, тут еще есть в комплекте кнопочка управления дворником. И какие-то соединительные шланги. Будем смотреть инструкцию и подключать это. Я, честно говоря, думал, что управление дворником будет на самом дворнике, судя по фоткам там некоторым, что где-то здесь кнопки. Но похоже, что кнопка будет все-таки выводиться на панель. А у меня там свободных мест уже, к сожалению, нет. Придется высвобождать. Смотрим, что-то придется пожертвовать. Вот я распаковал стекло. В принципе, вроде все целенькое. Сделано аккуратно, но почему-то производитель поленился одеть вот эту резинку по периметру. Придется сейчас возиться самостоятельно. Ну, надеюсь, это будет не сильно сложно. То есть внутри вот такая резиночка есть. И еще должна наружную кромку облегать вот эта вот резинка тоже. Сейчас буду ее одевать. Надел я резинку. Я понимаю, почему производитель решил это не делать сам, потому что это реально было утомительно. Ну, в принципе, ничего сложного тут нет. Просто нужно применить физическую силу и вот так вот по периметру эту резиночку водить. Самое сложное было, конечно, в таких местах изгибов. Но эта резинка призвана защитить как саму раму от соприкосновения с автомобилем, с рамой автомобиля, ну и, соответственно, раму автомобиля тоже, чтобы она не царапалась. Ну, я думаю, что в целом стекло уже готово к монтажу. Сейчас попробую приложить его к автомобилю. Для крепления стекла к раме предусмотрено 8 штук вот таких вот петель обрезиненных. Они, соответственно, одеваются на трубу таким вот образом. И дальше зажимаются и крепят раму стекла. Сейчас будем пробовать. У меня пока наибольшее опасение вызывают вот эти вот оригинальные крепления зеркал. Они достаточно толстые, и, может быть, будут упираться в стекло. Придется как-то их тут покрутить, чтобы как можно меньше они выступали. Может быть, стали параллельно стеклу, и тогда не будет мешать. Сейчас будем пробовать. Ну вот я пока наживил, скажем так, пока не окончательно прикрутил, болтаются крепления.
Вроде бы встала нормально, есть небольшие щели, ну, наверное, это было возможно. Самое сложное место пока что оказывается вот здесь вот, как и ожидалось, под крышей. Там довольно трудно добраться отверткой, и получается, что вот этот болт, ну, наверное, придется перевернуть и шляпкой болта сюда вовнутрь, а гайку с той стороны гаечным ключом придется придерживать. Ну, чтобы не снимать крышу, иначе придется снимать крышу, чтобы добраться с той стороны отверткой. Посмотрим сейчас, что получится. Ну, вроде предварительно стало хорошо. Я думаю, что с зеркалом надо что-то делать, все-таки его вращать, так, чтобы уменьшить этот зазор, потому что сейчас он просто гигантский. Установила я стекло. Пришлось просить помощь жены, чтобы она придержала стекло. Ну, в общем, мы вдвоем справились. Довольно непросто было закрутить эти крепления. Особенно те, которые вверху. День третий. Продолжаю установку ветрового стекла лобового. Ну, собственно, удалось его установить более-менее хорошо. Сегодня нету ветра, будет звук хороший. Значит, ну, самым утомительным было это надевать вот эту резинку по периметру и, конечно же, прикручивать вот эти хомуты. Особенно с учетом того, что здесь образуются зазоры, но вот там видно хорошо от зеркала. Ну, я уже заказал другие зеркала с более тонкими креплениями, которые должны исправить эту проблему, потому что, мне кажется, сейчас стекло немножко находится в напряжении вместе с рамой. Вчера, к сожалению, не удалось с одного забега подключить все электричество. Оказалось, что здесь вот нужно сделать перемычку. Я ее вчера не сделал, сегодня я ее добавил. И оказывается, здесь среди контактов нету общего провода. То есть подводятся 3 провода вот здесь, но они все, получается, с плюсом. А минус должен подключаться, по идее, где-то вот здесь. Но тут даже не защищена краска, то есть как бы контакта нет. Я нашел вроде бы вот эта вот штука имеет контакт с корпусом. Сейчас я буду прокидывать провод отсюда вот сюда к раме, чтобы не тащить провод еще 1/4 по вот этому пути. Я хочу кинуть провод отсюда к вот этому контакту. Таким образом я прокину нулевой кабель приводу дворника. Но сейчас, по сути, дворник осталась единственная штука, которая не сделана. Сейчас мы ее, я думаю, сегодня я ее добью. Заработает у меня. Ну, вот здесь в креплении крыши, для того, чтобы обеспечить надежный контакт, ну или вообще, чтобы он появился, пришлось зачистить краску, потому что все довольно неплохо было прокрашено, и контакта, соответственно, не было. Зачистил красочку, чтобы теперь у меня лепесток будет вот так вот, лепесток будет прикасаться к раме, и таким образом я пробрасываю нулевой кабель к этому месту. Подключил я провод, как и планировал, к вот этому болту. Здесь, оказывается, есть даже специальное отверстие в глубине, через которое я продел провод, чтобы он вышел с обратной стороны. Потому что иначе там зазора как бы нету между трубами. Но есть, предусмотрели отверстие небольшое. В него я провод вывел. И получается, с обратной стороны, вот он у меня спускается. И я его подключил к корпусу привода. Сейчас будем проверять, как это работает. Показываю схему электрического подключения. Значит, мы берем плюс и минус от распределительной коробки, где я поставил на 10 ампер предохранитель.
Пробрасываем питание прямо к центральной панели. Вот туда. И от самого двигателя берем подключение, проводим кабель здесь. Я его прокинул в хомуты, которые идут в комплекте. И здесь, оказывается, есть отверстие, которое позволяет заглянуть прямо под вот эту панель и провести кабель сюда. Сейчас покажу. Там виднеется просвет, через который удалось завести кабель. Вот он, наш кабель. Сюда вот под панель, получается. Вот он, наш кабель прошел. И я его решил вывести в нижнюю часть. Вот у нас получается шнур питания идет от распределительной коробки. Это кабель идет от мотора. И здесь я его подсоединил к выключателю. Выключатель у нас с подсветочкой. И вот мы видим, как работает наш дворничек. Две скорости. Есть чуть-чуть побыстрее и чуть-чуть помедленнее. В качестве финального штриха прихватил изолентой провод, чтобы он тут не болтался. Посмотрим, будет ли держаться. Может быть, придется на какой-то клей его тут прицепить, но пока вроде держится. Так стало красивее. Ну, в целом все. Дворник установлен, стекло установлено. Осталось прикрепить бачок с омывающей жидкостью, но это уже в следующей серии. Боюсь, что на этих выходных я уже повозился достаточно. И запишу в следующий раз про бачок с омывающей жидкостью. Ну, я, пользуясь случаем, попереставлял здесь кнопочки. Поставил переключение поворотниками поближе, чтобы случайно не попадать по вот этой кнопочке. Я ее опустил вниз. Но, к сожалению, производитель там очень короткие провода сделал, поэтому пришлось, конечно, повозиться, особенно с вот этой кнопкой. Она была здесь внизу, я ее перенес наверх, и длина провода едва позволила это сделать. Но в целом, мне кажется, такая расстановка более безопасная, потому что можно на ощупь, в принципе, спокойно переключать кнопки, не опасаясь, что у тебя выключится мотор посреди дороги. Если хочется выключить мотор, вот он внизу, эта кнопочка аварийная есть. Ну и демонстрируем еще раз работу дворника. Вот у нас здесь я эту кнопку выбрал. Соответственно, меняются скорости. Вот медленно. Ну, для водителя как раз достаточно, чтобы протереть стекло. Пассажиру, может быть, придется чуть-чуть смотреть через мокрое, если будет идти дождь. Когда пройдет дождь, попробую записать, дополнить этот обзор. Здесь, кстати, в раме предусмотрены вот вентиляционные отверстия. Не знаю, насколько они будут помогать летом. Сейчас пока трудно сказать. Их два. Одно для пассажира и второе для водителя. Ну, теоретически что-то должно давать. Наверное, если будет совсем жарко, то можно будет ими пользоваться, чтобы в лицо обдувал. То есть они вот как бы внизу рамы. Тоже неплохое решение. Немножко так оно, конечно, не очень эстетично выглядит. Но сойдет.
Ну, в целом можно отметить, что ветра в лицо стало намного меньше и более комфортно. Не знаю, может быть летом покажется это жарко из-за того, что не будет достаточно сильно обдуваться лицо. Но пока вот тут зима испанская, такая достаточно теплая, и мне комфортно. С таким стеклом мне удобнее, чем с тем, которое закрывало всего лишь наполовину, потому что приходилось одевать маску. Здесь вот я очки одел и просто в очках еду, и мне комфортно, мне не задувает лицо ничем. Я доволен покупкой, классная штука.